Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Таков. Сегодняшняя наша тема о том, как изменится или не изменится новый мировой порядок после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. После инаугурации все, конечно же, ожидают знакового события, которым должен стать разговор Трампа с Путиным. И вот здесь, как мечтает Путин и как он об этом сообщил, наступит в некотором смысле момент истины, то есть его личное озарение и, как он мечтает, прежнее мироустройство безвозвратно, или, как он там оговорился, безвозмездно, но окончательно уходит. Этот образ путинского рая был им презентован на Валдайском дискуссионном клубе, где он произнес, можно сказать, свою эпохальную программную речь по поводу конфликта в Украине, которая имела вид куцого и неприкольного анекдота. «Что есть истина?» – вопрошает Путин. И сам же отвечает, типа, если вы еще до сих пор там у себя на тоталитарном либеральном Западе не поняли, то истина – это я, Путин, а не то, как налечу, ну и сами знаете, что там дальше. Где я ошибаюсь? Разве вы можете себе позволить со мной не согласиться? Это же дискредитация. А за дискредитацией, сами знаете, с вами будет то же, что было с Навальным. Ну что, вы еще не трепещете? Тогда путинские гиперзвуковые ракеты с боеголовками мощностью 110 килотонн помогут вам прийти в нужное состояние. Тут есть такой момент, что эта вот ситуация, которая на сегодняшний день существует, которая сложилась после победы Трампа на президентских выборах в США, и в связи с теми заявлениями, которые Трамп делал по поводу войны в Украине, что он собирается закончить российско-украинскую войну в течение 24 часов, технологически решается так. Трамп усаживает Путина и Зеленского за стол переговоров и требует, чтобы они договорились о прекращении войны. Но предположим, что Трамп уговорил Путина и Зеленского сесть за стол переговоров и потребовал, чтобы они эту войну прекратили. Но на каких условиях будет прекращена эта война? Сторон тут две, Путин и Зеленский, и вот Трамп будет наблюдать, как этот мир будет заключаться, на каких условиях. Сторон, естественно, две. С одной стороны Путин со своей Российской Федерацией, и с другой стороны Зеленский с Украиной. Какие условия у Путина? Они более или менее ясны. Кремль видит в составе России или, если хотите, российской части Украины Николаев, Одессу, Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск и Крым. Все эти области он хочет иметь в составе России, это первое. Если бы у Путина получилось захватить всю Украину, он бы, конечно, не задумываясь, ее захватил. Но тут вмешивается, видите ли, Трамп и требует, чтобы Путин прекратил дальнейшие действия по захвату Украины, по ее оккупации. Это, так сказать, позиция Трампа. Следующее условие Путина – это выборы в Украине и федерализация. Но что значит это вот федерализация? Это не просто, как бы сказать, новое устройство Украины, а гарантия независимости от Киева части украинских регионов, которые Москва как бы будет признавать украинскими. Это, конечно же, нонсенс, то есть это невозможно. Москва и так, значит, как бы включила в состав России территории даже еще не оккупированной Украины, как то Херсонская область, Запорожская область, Донецкая, Луганская область и Крым тоже. Поэтому что, она захочет их возвращать Украине и проводить федерализацию? Или что имеется в виду? Что касается США, то есть США – это еще одна, так сказать, третья сторона этих переговоров. Служба внешней разведки США выпустила пресс-релиз под названием «США готовятся к выборам в Украине».
Это означает, что установка будущей администрации Трампа такова: давайте типа меняйте Зеленского. Признаки подготовки к президентским выборам в Украине имеют место, и Зеленский теоретически может быть переизбран в мае 2025 года. Но пока никаких оснований для того, чтобы эти выборы были проведены, на сегодня не существует, потому что Зеленский легитимно на сегодняшний день исполняет обязанности президента Украины. Поскольку очередные выборы президента проведены не были в связи с тем, что в Украине введено военное положение, поэтому Зеленский легитимен. Но предположим, эти выборы состоялись, но прокремлевского, так сказать, кандидата на пост президента в Украине не будет, и поэтому Путин должен это принять во внимание. И естественно, что в этой ситуации Путин будет требовать совершенно других гарантий, а не просто выборов. Значит, что еще Путину нужно? Нужно, чтобы после этих уже выборов, независимо от того, какая будет власть в Украине, чтобы Украина осталась полностью беззащитна. Поэтому Путин будет выдвигать еще одно условие. Это полное разоружение Украины. Это требование может быть сформулировано различным образом, но суть его такова: Путин хочет, чтобы Украина оставалась открытой для возможного следующего вторжения. В противном случае сами переговоры, в которых участвует Путин, если это требование не будет исполнено, теряют смысл. То есть, если Украина будет продолжать вооружаться, то зачем Путину останавливать военные действия? Что касается помощи от союзников, естественно, и помощь тоже одно из требований Путина. Это остановка оказания военной помощи союзников Украине. Поэтому Путин будет требовать остановить эту помощь. Если же Украина будет продолжать вооружаться и США, и всем НАТО, то тогда она превратится в хорошо вооруженный форпост против России, и опять же смысл участия в этих переговорах Путина будет утерян. Согласится ли Трамп на такие условия? Согласится или не согласится, но даже выполнение всех этих условий – это Путин не только пытается захватить. Вот на этом, друзья, я и хочу сосредоточиться. Какова следующая цель вот в этой многоходовой путинской комбинации? Эта цель стала очевидной и была озвучена Путиным в своей речи на Валдае в Сочи. Путин хочет новой Ялты и считает, что вот теперь, когда Трамп наконец пришел к власти, для этого, то есть для установления нового мирового порядка, все готово. Каков он, этот новый мировой порядок, который нарисовал Путин в своих влажных фантазиях? Во-первых, тоталитарный либеральный Запад больше не навязывает свою волю глобальному Юго-Востоку, для чего вводятся новые международные путинские правила. Какие? Это он разъясняет на примере своей дискуссии с генеральным секретарем ООН Гутерришем. Гутерриш, как рассказал Путин, сказал Путину, что поскольку Путин вторгся в Украину, то он, Путин, нарушил нормы международного права и устав ООН. Но Путин с этим не согласен. Он возражает. Какие такие правила? Кто их, эти правила, придумал? И рассказывает следующее. Смотрите, говорит Путин. Согласно уставу ООН, каждый народ имеет право на самоопределение. Да, да, сам себе отвечает Путин. Приятно, как говорится, побеседовать с умным человеком. А если один из собеседников вдруг окажется идиотом? Как же? Как так? С кафедры Валдайского клуба? Разве здесь может быть ошибка?
Очевидно, что маразм Путина, так сказать, крепчает. Это очевидно, но не всем. И в первую очередь маразматический эпикриз не очевиден самому Путину, но дальше вещает в маразматическом стиле Путин. Значит, поэтому и жители Крыма, и жители Донбасса тоже имеют такое право на самоопределение. В свое время Международный суд ООН, как дальше повествует Путин, рассматривал случай Косово и решил, что никакая территория не обязана спрашивать разрешение на отделение от центральных властей страны. Это, конечно же, ложь, но двинемся дальше. Путин во всеуслышание заявляет, значит, и Крыму, и Донбассу тоже можно было объявить о своем суверенитете. Так? Так, сам себе в маразматической эйфории отвечает Путин. Может, он этому стилю научился от Ким Чен Ына? Так сказать, два сапога и оба на левую ногу? В таком случае Россия могла заключить с Крымом и Донбассом межгосударственное соглашение. Правильно? Правильно, вторит сам себе Путин. В эти договора были включены положения о взаимопомощи, да? Да. И вот эти отделившиеся Крым и Донбасс обратились к России за помощью как к союзнику. И Россия была просто обязана помочь своим союзникам. Что она и сделала? Ну что? Овации или свист? Гутерриш, как говорит Путин, сказал, ну вот все равно напали. А дальше, неожиданно для себя, Путин говорит, но где же в моей логике, то есть в его путинской логике, в этой логической цепочке ошибка? Что сказано не так? Где Россия нарушила международное право и устав ООН? И сам себе опять же отвечает, да нигде, говорит Путин, таких нарушений нет. Да неужели? Это кто так решил? Международный суд или Путин абсолютный дебил? И вот в этом вообще-то и есть вот тот момент истины. Насколько он, Путин, то ли неквалифицирован, то ли малоквалифицированный, то ли он абсолютно невменяемый и плюс к тому неквалифицирован в этих вопросах, то есть в вопросах права. Здесь очевидно, что Путин и его клика уже не видят краев. И поэтому он, Путин, несет всякую чушь, основанную, так сказать, на принципе. Ты меня уважаешь, поэтому здесь нужно помочь. Если не самому Путину, то хотя бы его слушателям. Поэтому, друзья, мы с вами ответим на сакральный вопрос Путина. Где тут, блин, ошибка? А она, как вы понимаете, есть. И кроется она в самом уязвимом путинском месте, в использованной им аналогии права в вопросе Косово, применяемой им в отношении Украины, Крыма и Донбасса. Что касается вот этой вот аналогии выхода Косово из состава Сербии и применения этой аналогии к выходу Донбасса и Крыма из состава Украины, которые, по мнению Путина и его маразматического собеседника, якобы законно вышли из состава Украины. Эта проводимая Путиным аналогия неправомерна. И почему? Я отвечу вам на этот путинский вопрос. Что касается выхода Косово из состава Сербии и решения Международного суда по этому вопросу. Суд ООН, как гласит решение, оценивал законность провозглашения Косовым декларации о независимости и искал ответ на вопрос, нарушает ли эта декларация о провозглашении независимости и суверенитета Косово нормы международного права. Суд решил, что сама по себе эта декларация о выходе Косово из состава Сербии нормы международного права не нарушает. Что имел в виду Международный суд?
Декларация о суверенитете и независимости Косово была принята в условиях, когда Совет Безопасности ООН еще не принял резолюцию по Косово. В этой резолюции Совет Безопасности ООН по Косово были установлены ограничения, регулирующие ситуацию выхода Косово из состава Сербии. Одним из ограничений был полный вывод всех военных формирований из Косово, как сербских, так и косовских повстанцев. Это действие было обеспечено вводом миротворческого контингента ООН на территорию Косово. Но стоит учесть, что резолюция Совета Безопасности ООН не подтвердила право Косово на выход из состава Сербии, то есть на суверенитет. Право на самоопределение в резолюции Совета Безопасности ООН ограничивалось признанием права на автономию, но не право на отделение. Еще раз напомню, декларация о суверенитете была принята до принятия резолюции Советом Безопасности ООН. А уже после принятия резолюции Советом Безопасности ООН в Косово был введен контингент миротворцев. Нарушила ли декларация о суверенитете Косово нормы международного права? Если бы резолюция Совета Безопасности ООН была принята до декларации о провозглашении независимости и суверенитета Косово, то тогда да, может быть, и можно было бы ставить вопрос о том, что декларация нарушает нормы международного права, и в частности вот эту резолюцию Совета Безопасности ООН по Косово. Но поскольку на момент провозглашения независимости и суверенитета Косово никакого решения ООН и ее Совет Безопасности по Косову не выносил, то в этих условиях декларация о суверенитете не могла нарушить эту на тот момент несуществующую норму. Поэтому суд ООН и решил, что декларация о независимости Косово не нарушила нормы международного права. Что же конкретно в самой резолюции Совета Безопасности ООН? Первое – это предотвращение возобновления боевых действий Косово. Второе – демилитаризация освободительной армии Косово и других вооруженных групп косовских албанцев. Третье – создание условий безопасности Косово, обеспечение общественной безопасности и порядка, осуществление надзора за разминированием. Четвертое – поддержка международного гражданского присутствия, выполнение обязанностей по осуществлению пограничного контроля и обеспечение защиты свободы передвижения сил международного гражданского присутствия и персонала других международных организаций. Вот что потребовала резолюция. Эти требования и были установлены резолюцией Совета Безопасности ООН. Но чем же отличается ситуация в Косово в Сербии от ситуации с Крымом и Донбассом в Украине? Во-первых, нужно заметить, что по Косову Россия занимала совершенно зеркальную позицию, то есть Россия считала и до сих пор считает, что декларация о независимости Косово нарушает нормы международного права и подрывает суверенитет Сербии. Это позиция России, и Россия эту позицию до сих пор не изменила. Что касается позиции России по Донбассу и Крыму, односторонний порядок выхода Крыма и Донбасса из состава Украины и принятие актов о выходе из состава Украины был поддержан Россией. И это говорит о том, что Россия в данной ситуации в случае с Украиной занимает противоположную позицию по отношению к той, которую она занимала и занимает в отношении Косово. То есть в отношении Косово Россия считает, что декларация и выход из состава Сербии и Косово незаконны и подрывают суверенитет Сербии. А в отношении Донбасса и Крыма Россия считает, что декларации о суверенитете и выход из состава Украины, они законны. Это противоречивая позиция России. И это говорит о том, что Россия не определилась вообще-то в данной ситуации
в данном вопросе с законностью или незаконностью таких вот актов. Следующий момент. За декларацией о провозглашении независимости Косово последовала резолюция Совета Безопасности ООН, которая не предусматривает поддержку образования нового суверенного государства Косово. Ограниченный суверенитет Косово без выхода Республики Косово или Косовского края из состава Сербии, то есть право на самоопределение в данном случае для косовских албанцев в соответствии с резолюцией будет реализовано, как гласит резолюция, но в рамках сербского государства. Что же касается Донбасса и Крыма, то в данном случае никаких резолюций о том, что Донбасс и Крым признаются законными, суверенными образованиями, ни Совет Безопасности, ни Генеральная Ассамблея ООН не выносила. Напротив, что касается Совета Безопасности, то Россия постоянно ветировала принятие резолюций Совета Безопасности ООН по Донбассу и Крыму. Что касается Генеральной Ассамблеи ООН, то Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в которой потребовала, чтобы Россия полностью вывела свои войска из международно признанной территории Украины. Здесь имеется в виду территория Украины в границах 1991 года. Такая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН, которая является нормативным актом, нормой международного права. И еще, абсолютно точно Путин нарушил вторую статью Устава ООН, установившую, что страна-член ООН не имеет права вторгаться силой на территорию независимого государства. Об этом и сказал Путину Гутерриш. Выход Крыма и Донбасса из состава Украины был поддержан Россией, и последующее вхождение Крыма и Донбасса в состав России также было поддержано Россией. Но в данной ситуации следует учитывать, что косовский прецедент в данном случае и существование резолюции Совета Безопасности ООН по Косову, которая предусматривает реализацию права на самоопределение косовских албанцев в составе сербского государства без выхода из состава Сербии и без образования суверенного государства, что наличие такой резолюции Совета Безопасности ООН говорит о том, что именно эту резолюцию можно полагать как образец для аналогии при решении вопроса о законности или незаконности выхода Крыма и Донбасса из состава Украины. И поскольку резолюция Совета Безопасности ООН в отношении Косово не предусматривает законности выхода Косово из состава Сербии, то в данном случае все действия Донбасса и Крыма по выходу из состава Украины в одностороннем порядке также противоречат этому международному нормативному акту, то есть резолюции Совета Безопасности ООН 1244, принятой в 1999 году. То есть вот эту норму, которая была разработана, то есть принята Советом Безопасности ООН, уже после принятия декларации о суверенитете Косово, можно и нужно использовать как норму для аналогии в отношении действий России по Донбассу и Крыму. Вот что нужно в данном случае учитывать. И согласно этой резолюции Совета Безопасности ООН, если ее применить как акт, регулирующий ситуацию, аналогичной ситуации с выходом Крыма и Донбасса из состава Украины, ни Крым, ни Донбасс не имеют права на выход из состава Украины. Что касается отношения Путина к этой ситуации, то совершенно парадоксально, что Путин хочет всем рассказать о том, что он старается придерживаться норм международного права и устава ООН. Но, во-первых, по Украине была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН с требованием о выводе войск России из территории Украины, которая сама по себе является нормой международного права и которую нарушает Путин. Если бы Путин был вменяемый, то он мог бы осознать то, что его действия, противоречащие этой резолюции, нарушают нормы международного права. Но что касается ситуации с Косово, то если использовать резолюцию Совета Безопасности ООН по Косово в качестве нормы
для аналогии в отношении Украины, против чего, как имеет место быть, не возражает Путин, то и вот эту норму аналогию также нарушила Россия. Российская Федерация не имела никаких оснований для заключения международных договоров с республиками Донбасса и с Крыма, поэтому нарушены как минимум две нормы. Первая норма – это постановление Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, которая требует вывода всех российских войск с территории Украины. И вторая норма – это сформулированная Советом Безопасности ООН в резолюции 1244 по Косову норма, которая не признает право за косовскими албанцами на образование суверенного государства, но с другой стороны признает право косовских албанцев на самоопределение в составе Республики Сербия. Использование нормы резолюции Совета Безопасности ООН по Косову в качестве аналогии в отношении права Донбасса и Крыма на самоопределение, то есть без права на отделение, то есть без права создания суверенных государственных образований, которые, соответственно, впоследствии не имеют права заключать международные договора без согласия, то есть Украины, то есть центральной власти. Вот такие две нормы международного права нарушил Путин. И, конечно же, третья норма международного права, которую нарушил Путин, это вторая статья Устава ООН, запрещающая вооруженное вторжение на территорию суверенного государства. Вообще, от Путина странно слышать, что он якобы пытается придерживаться каких-то там норм международного права. Если бы он их придерживался, то тогда бы он, например, подчинился бы решению Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на его арест. Но Путин, конечно же, ни в грош не ставит ни международное право, ни Международный уголовный суд. Поэтому он и игнорирует как нормы международного права, так и постановление Международного суда ООН в Гааге. Поэтому такие вот заявления Путина, естественно, нужно воспринимать как издевательство над нормами международного права, которые он, на мой взгляд, и вы с этим, надеюсь, согласитесь, которые он ни в грош не ставит и выбрасывает в урну. Путин хочет создания нового мирового порядка. И этот новый мировой порядок Путин собирается создавать вместе с Трампом, который избран президентом США. Что же это за новый такой мировой порядок? Что же это за такой новый мировой порядок, который Путин хочет парафировать сделкой с Трампом? Этот новый мировой порядок сформулирован в трех требованиях. Первое – это легитимизация награбленного, то есть признание завоеванных Путиным территорий с помощью международных соглашений. Второе – это ограничение возможностей НАТО в Европе и в виде размещения вооружений, и в виде расширения НАТО как такового. И третье. Постсоветское пространство, за вычетом балтийских стран, это зона контроля Кремля. Кремль хочет выступать источником стабильности и экономического взаимодействия на постсоветском пространстве, а поэтому никто из этих территорий в одностороннем порядке не сможет уйти в другие альянсы и, в частности, в НАТО. Вот такой вот мировой порядок готовит Путин. Он пока локальный и существует только в фантазиях Путина. Но что же дальше? 3 года назад ультиматум в виде этих трех требований послужил поводом для войны, то есть для вторжения Путина в Украину. А теперь Путин хочет просто легитимизировать эти свои завоевания в виде официальных правовых норм. Согласится ли на это Трамп? Согласится ли он оставить Украину без оружия и парафировать право Путина давить и мучить его соседей? И захочет ли Трамп пересмотреть правила игры, которые Трамп, казалось бы, уже и сам готов пересматривать? Трудно сказать. На этот счет есть обоснованное сомнение. Во-первых, Украина никогда не согласится на такие требования. И нужно сказать, что гарантии безопасности и территориальной целостности для Украины остаются главными и незыблемыми требованиями. Даже если Трамп не прислушается к Украине, то в итоге
ситуация, в которой окажется Трамп, будет выглядеть незавидной. Ну, например, как об этом говорит бывший британский премьер Борис Джонсон. Отдать Украину Путину — это будет выглядеть хуже, чем выход США из Афганистана. Это будет для Америки проигранная война. Действительно, Трамп хочет показать американцам, что он не допустил Третью мировую войну, но в итоге окажется в такой ситуации, что он ее проиграл, даже не начав, говорит Джонсон. Готов ли к такому повороту Трамп? Готов ли он оставить после себя такое вот наследство проигранной войны? Конечно же, если он это поймет, то, по всей видимости, он на такое не согласится. Путин же, в свою очередь, не примет условия Трампа, если Трамп не примет его условия и будет продолжать наступать. Вопрос сейчас в том, что будут делать все игроки после того, как мы узнаем о первом и последнем заявлении о том, что состоялся неудачный разговор Трампа с Путиным о возможном перемирии. И такая вот стратегия, она вызывает сейчас определенный интерес. Ну вот, так сказать, предположим, разговор не состоялся или состоялся, но он был неудачным. Трамп хлопает ладонью по столу и говорит, что разговор этот не состоялся. И это определяющий момент. Поэтому Путин и готовится к таким вот переговорам, укрепляет свои позиции и все силы бросает на продвижение вперед. Задача поставлена взять все города Донецкой области: Покровск, Славянск, Краматорск, что нереально, но задача поставлена. Как минимум стоит задача захватить как можно больше территории Украины. А пока, друзья, можно констатировать, что мы с вами, если не Путину и его клики, то хотя бы сами себе ответили на вопрос, заданный самому себе Путиным, какие нормы международного права он нарушил. Еще раз их повторю. Первое. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН ЕС 11/1 от 2 марта 2022 года с требованием о выводе российских войск с территории Украины. Вторая. Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 от 10 июня 1999 года в отношении Косово. И третья норма, которую нарушил Путин, это вторая статья Устава ООН от 26 июня 1945 года. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте это видео. До новых встреч!